Вы даже не представляете, что скрывается в недрах американского авианосца. Это не просто корабль. Это плавучий мегаполис с собственной инфраструктурой, где время замирает и рождаются легенды. Задумайтесь на мгновение, ведь прямо сейчас под вашим носом происходит нечто из ряда вон выходящее. Оборудование на миллиарды долларов, безумная мощь и уникальные технологии. Сегодня вы увидите, что сделает ваши глаза больше блюдец и запустит адреналин по вашей крови. Пристегивайтесь, это будет что-то невероятное. Этот авианосец является одним из старейших в своем классе. Его спустили на воду в далеком 1968 году. Корабль получил свое название в честь Честера Нимитца, командовавшего Тихоокеанскими силами США во времена Второй мировой войны. Его порт приписки находится на базе Китсап, штат Вашингтон, на северо-западном побережье Соединенных Штатов Америки. Let's go! Авианосец «Нимец», настоящий плавучий форт, обладает длиной 1089 футов и шириной 249 футов. Его водоизмещение составляет 217 миллионов фунтов, а на борту могут разместиться до 90 самолетов и вертолетов. Экипаж авианосца насчитывает около 3200 человек, включая 2480 членов авиакрыла. Кроме того, на корабле могут базироваться подразделения морской пехоты США и группы специального назначения ВМС США «Морские котики», использующие авианосец как базу для проведения своих операций. Основную энергию кораблю обеспечивают два ядерных реактора Westinghouse A4WA-1G, каждый из которых вырабатывает тепловую мощность в 90 мегаватт. Эти реакторы приводят в движение 4 паровых турбины суммарной мощностью 280 тысяч лошадиных сил. Благодаря этому, между плановыми заменами ядерного топлива, корабль может проводить в море от 13 до 15 лет и преодолеть свыше 1 миллиона морских миль. Запасная энергетическая система состоит из 4 дизельных двигателей общей мощностью 10 720 лошадиных сил. Авианосец оборудован двумя массивными якорями массой по 66 тысяч фунтов, 4 пятилопастными гребными винтами диаметром 21 фут и 2 рулевыми устройствами, обеспечивающими радиус поворота судна в пределах от 4900 до 5900 футов. Авианосцы класса «Нимец» обладают классическим корпусом с возвышающейся надстройкой, расположенной справа, известной как «Остров». Самолеты поднимаются на палубу с помощью 4 лифтов. Один расположен слева, 3 справа, причем один лифт находится за островом, а 3 других перед ним. Также на авианосце установлено 4 паровые катапульты, позволяющие одновременно запускать 2 самолета со скоростью до 124 миль в час. Под основной полетной палубой пролегает галерея, где размещены центры управления катапультами и аэрофинишерами, а также некоторые жилые помещения. Эта галерея простирается вдоль всей длины корабля. Ниже галереи расположена ангарная палуба, где хранятся самолеты. Еще ниже находятся 9 палуб разного назначения. Ядерные реакторы и запасы авиационного топлива расположены на самых нижних уровнях. Для борьбы с противокорабельными ракетами на малых дистанциях на авианосцах «Нимец» установлены зенитные комплексы Марк-15 Phalanx CIWS и зенитно-ракетные системы РИМ-7, Sea Sparrow, РИМ-100, 16A Sea Ram. Стоимость сборки составила $4,5 миллиарда. Ежегодное обслуживание – $160 миллиардов. Корабль принадлежит к типу «Нимец». Он стал вторым судном этой серии. Строительство началось 14 августа 1970 года и завершилось 11 октября 1975 года. Корабль был спущен на воду в 1977 году. Его размеры впечатляют. Длина достигает 1092 футов, ширина взлетной полосы – 252 фута, а высота от киля до верхней точки мачты соответствует высоте 24-этажного дома – 244 фута. Осадка варьируется от 37 до 41 фута. Полетная палуба занимает площадь почти 4,5 акра, что сопоставимо с 3 футбольными полями. Главным источником энергии являются 2 ядерных реактора Westinghouse A4W, которые питают 4 паровые турбины общей мощностью 260 тысяч лошадиных сил.
Этот двигатель обеспечивает практически неограниченную дальность плавания, позволяя авианосцу оставаться в море теоретически до 18-20 лет без необходимости пополнения запасов топлива. Инфраструктура корабля организована подобно городу. На нем имеются аэропорт, атомная электростанция, кинотеатр, магазин, парикмахерская, госпиталь, собственный телеканал и даже газета. Стандартный экипаж включает 4700 человек. Однако в военное время число моряков может возрасти до 6287. Жилые помещения оборудованы небольшими комнатами с кроватями без окон. На борту установлены системы вооружения, такие как ракетные комплексы Sea Sparrow, ближнего радиуса действия и скорострельная установка Vulcan Phalanx диаметром 787 тысячных дюйма, управляемая компьютером и предназначенная для уничтожения приближающихся ракет противника. На авианосце может базироваться до 100 самолетов. 4 катапульты и столько же тормозных механизмов позволяют одновременно запускать и останавливать воздушные суда. Благодаря техническим характеристикам и высокому уровню подготовки экипажа, взлет и посадка самолетов возможны даже при высоте волн до 49 футов. За одно плавание осуществляется около 7000 вылетов. На борту хранится порядка 22 миллионов фунтов авиационного топлива. Согласно планам военно-морских сил США, авианосец Dwight D. Eisenhower останется в эксплуатации до 2025 года. Стоимость сборки составила $4,5 миллиарда. Техническое обслуживание – $2,6 миллиарда. Еще один крупнейший авианосец США я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Атомный авианосец, стоящий на вооружении ВМС США, является 6-м кораблем своего типа в классе суперавианосцев «Нимец» и носит имя первого президента Соединенных Штатов – Джорджа Вашингтона. What? Участвуя в ряде операций, этот авианосец демонстрировал мощь американского флота в различных уголках мира, становясь важным элементом в стратегических демонстрациях силы США в рамках глобальной войны с терроризмом. Экипаж авианосца «Джордж Вашингтон» насчитывает 5680 человек, среди которых 2480 составляют авиационное подразделение, отвечающее за управление истребителями, ударными самолетами, специализированными и транспортными самолетами и вертолетами. Энергоснабжение обеспечивается 2 ядерными реакторами Westinghouse A4W, которые приводят в движение 4 паровые турбины, развивающие общую мощность 260 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость авианосца составляет 30 узлов. Помимо наступательного вооружения, Джордж Вашингтон оснащен рядом оборонительных систем, предназначенных для отражения атак вражеской авиации, прорывающейся через заслоны из истребителей и поддерживающих судов флота. Среди них 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Sea Sparrow, 2 пусковые установки ракет класса «Воздух-воздух» РИМ-100-66 РАМ и 3 системы ближнего боя Phalanx диаметром 787 тысячных дюйма. Для радиоэлектронной борьбы применяется система противодействия SLQ-25AV-4 и торпедные средства противодействия по мере необходимости. Радиолокационная аппаратура включает в себя различные системы, такие как AN/SPS-48E для трехмерного поиска воздушных целей, AN/SPQ-9B для обнаружения целей и сдвоенные радары управления воздушным движением AN/SPN-46. Строительство авианосца было заказано в 1982 году. Закладка произошла в 1986 году. Спуск на воду состоялся в 1990 году, а официальное введение в эксплуатацию произошло в 1992 году. Примечательно, что корабль приписан к военно-морской базе Йокосука в Японии и известен под ласковым прозвищем GW. Сегодня он продолжает службу в составе ВМС США. Джордж Вашингтон – единственный американский авианосец с портом приписки за пределами Соединенных Штатов. В ноябре 2010 года он был направлен в воды у берегов Южной Кореи для участия в совместных военно-морских учениях с Республикой Корея в ответ на артиллерийский обстрел южнокорейского острова со стороны Северной Кореи, приведший к гибели 2 морских пехотинцев и 2 мирных жителей. Как видите, самые большие авианосцы США защищают интересы своей страны и идут туда, где необходима помощь. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста,
Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Пятый в ряду из 10 атомных авианосцев класса «Нимец», состоящих на вооружении ВМС США, «Стеннис» представляет собой мощный инструмент воздушного нападения с неограниченным радиусом действия. Это делает его ключевым игроком в глобальных операциях американских вооруженных сил, способным выполнять разнообразные военные и политические задачи, будь то наступление, оборона или сдерживание. Do me a favor, please. Get out of here. Проектирование и компоновка Джона С. Стенниса следует стандартному образцу авианосцев типа «Нимец». Островная надстройка располагается по правому борту, а наклонная полетная палуба – по левому. Прямая полетная палуба продолжается до носа корабля, а 4 паровые катапульты поднимают самолеты в воздух с 2 прямых передних палуб и 2 наклонных. 4 ангарных лифта обслуживают полетную палубу. Система самообороны представлена 2 пусковыми установками ракет класса «Земля-воздух» МК-57, МОД-3 Sea Sparrow, 2 пусковыми установками подвижных ракет РИМ-100-16 и 3 системами ближней противовоздушной обороны «Фаланкс» МК-15 диаметром 787 дюйма. Наступательные возможности авианосца включают около 90 различных типов самолетов, среди которых истребители-бомбардировщики, противолодочные и противокорабельные самолеты, перехватчики и транспортные самолеты. Как судно с ядерной энергетической установкой, Джон С. Стеннис обладает фактически неограниченной дальностью плавания. 2 реактора серии А4W производства Westinghouse и 4 паровых турбины обеспечивают вращение 4 валов с общей мощностью 260 тысяч лошадиных сил, что позволяет развивать скорость свыше 30 узлов. Судно способно разместить более 5600 человек, включая значительную часть летного персонала. По всем параметрам Стеннис и другие корабли класса «Нимец» сравнимы с настоящим плавучим городом. Первый приказ о развертывании Стеннис получил в 1998 году, когда он отправился в Персидский залив для поддержания бесполетной зоны над Ираком. В 1999 году авианосец прошел ходовые испытания, а в 2000 году вновь вернулся в Персидский залив, продолжив обеспечение бесполетной зоны. После террористических актов 11 сентября 2001 года Стеннис был задействован в боевых действиях против сил в Афганистане. Завершив эту миссию в 2002 году, корабль возвратился в США. В последующие годы он участвовал в различных учениях и визитах доброй воли, а также вновь выполнял задания в Персидском заливе в 2007 году. Название авианосцу дано в честь сенатора США Джона К. Стенниса, прослужившего в Сенате более 40 лет. Сейчас Джон С. Стеннис находится в Норфолке на капитальном ремонте стоимостью $3 миллиарда. I don't think you have the facilities for that, big man. Завершение которого запланировано на 2025 год. Авианосец принят на вооружение армии США в 2009 году. Являясь самым большим военным судном в мире, он обладает следующими характеристиками. Водоизмещением 242,5 миллиона фунтов, длиной 1092 фута, 2 атомными реакторами и способностью развивать скорость до 37 миль в час. I'm here to tell you right now. На борту авианосца размещаются 90 самолетов, вертолетов и истребителей, включая FA-18 Hornet, F-35C и AV-8B Harrier-2. Списочный состав 5000 человек. Корабль способен находиться в плавании до 20 лет без дозаправки. Вышка управления оснащена передовыми средствами навигации, спутниковой связью и мощными радарами, позволяющими контролировать обстановку на расстоянии 1000 миль в воздухе, на воде и под водой. Рубка и весь корабль защищены 2,5-дюймовым слоем кевларовой брони. Рубку и антенны сместили ближе к краю палубы, увеличив тем самым пространство для взлета и посадки самолетов. Посмотрите, как ракетный эсминец ДДГ-551 ожидает подхода к военно-транспортному топливному кораблю USNS Patuxent TAO-201, находящемуся в центре, в то время как Patuxent производит дозаправку ракетного крейсера USS Leyte Gulf CG-55 справа и ракетного эсминца Рузвельт слева.
Все эти корабли готовятся к окончательной расстановке под командованием авианосца Джордж Буш для выполнения поставленных задач. В трюмах авианосца расположен большой цех, укомплектованный разнообразными станками и запчастями. Здесь возможно проведение ремонтных работ как самого авианосца, так и любого самолета. Более 2,5 человек, включая женщин, занимаются обслуживанием летных экипажей. Самолеты запускаются с палубы при помощи катапульты. Истребитель буквально выстреливается в небо и далее продолжает полет самостоятельно. Посадка же требует большей точности. Пилот должен зацепиться тормозным крюком за трос, натяжение которого регулируется в зависимости от массы и скорости приземляющегося судна. We don't care. Let me tell Исключение составляют вертолеты и истребители, способные взлетать вертикально. Каждый член экипажа занят своей работой. Типичный рабочий день матроса длится 12 часов, включая перерывы на прием пищи, 4 часа личного времени и 8 часов сна. Помимо повседневной службы, на корабле регулярно проводятся тренировки и учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Матросы обучаются различным специальностям и профессиям, чтобы иметь возможность заменить друг друга в случае необходимости. Также на авианосце проводят испытания новейших средств разведки с применением беспилотных аппаратов. Стоимость авианосца составила почти $6 миллиардов. Авианосцы ВМС США представляют собой основную ударную силу американских военно-морских сил при проведении операций с использованием обычного неядерного оружия. Соединенные Штаты Америки занимают лидирующие позиции в строительстве авианосцев и остаются крупнейшей авианосной державой в мире. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.